Вот какая ситуация. Мы делаем заказчику установку. Вот у нас есть ферма. Здесь вот стоят в проекте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 перегородок на ферме. Вот мы сделали ферму. Вот пока меня вчера не было, вот сделали ферму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Минус 2 перегородки. И у меня вопрос. Витек, что случилось? Жесткая экономия, нахуй. Экономия чего? Денег. И теперь что делать надо? Переделывать? Муравью хуй придет. Вот. Теперь надо все переделывать. И вот экономия 2 кусков трубы по 30 сантиметров обошлось полтонны металла, $2000 и 3 дня с утра до вечера работать. Когда эту остановку заказчику надо вести через 3 дня. Вот до чего доводит вот полная безответственность и самодеятельность. День спустя я приехал, и вроде как фермы, которые сразу запороли по проекту, уже переделали. Сейчас мы посмотрим, что тут сделали. Так, согласно проекту у нас было здесь 9 перегородок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Смотрим, что здесь у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, все фермы вот переделали, 1,5 дня времени ушло на их переделку. Я предложил Витьку их забрать себе на парник домой за $2000. Ну, он отказался, решил их сам переделать. В принципе, без отходов, буквально пару срезок осталось, а так это все те старые фермы, просто их немножко переделали. Также мы что обнаружили? У нас разрешение на перевозку негабаритного груза, который мы брали, истекает 23 апреля. А мы думали, что у нас до 1 мая. Поэтому мы в ускоренном варианте делаем ему павильон заказчику. Вот за день уже 80% павильона готово. Поставили окна, положили пол, стенку обшили керамогранитной плиткой, вот такой дизайн ларька. Это дизайн тоже разработан нами, нашим архитектором. Сделали остановку, поставили двери, окна, перегородки. Здесь тоже будет керамогранитная плитка. Вот остановка, здесь софит. Уже начинает приобретать какой-то вид. И этот ларек будет пристыковываться к другим ларькам, которые мы уже до этого привезли заказчику. Завтра в обед мы будем грузить и отправлять его в Могилев. День начинается с не очень приятных известий. Первое. Наш дилер, у которого мы покупаем металл, понабирал заказов, понабирал предоплат, деньги потратил на свои нужды, теперь не знает, как людям отгрузить заказчикам металл, и нам в том числе. Поэтому наш павильон поедет недоделанный, не хватило нам металла, не успели довести. И будем доделывать уже на месте. Это за 200 километров от Минска, это в Могилеве. Я там уже нашел ребят, у которых есть то, что нам не достает, и они нам завтра это сделают. Поэтому будем ночевать в Могилеве сегодня. И людям моим тоже, ребятам, придется снимать жилье для ночлега. Это первая проблема. Ну, небольшая проблема. Вторая. Мы сейчас через 20 минут приедет машина с краном, будем грузить павильон. И начался дождь, град, молния, гроза. Ну, это вообще уже чересчур. Как бы неприятно, ну не проблема, но неприятно. Третья проблема. Остановки, которые я вам показывал, переварили, мы сделали. Я не успел купить закладные детали на них. И как оказалось, они так в цене выросли, что эти остановки нам не то, что выгодно делать, не то, что в ноль, они нам уже в минус пару соток долларов обойдутся убытков. Ну, мой косяк. Вот даже вот такой, видите,
мелкий бизнес, вот такие проблемы, недочеты, надо все делать оперативно, быстро. Металл, кто не в курсе, на бирже подорожал более чем на 100% за 2 месяца, поэтому цены обновлялись каждую неделю, и вот закладные детали, которых я думал, что там небольшое количество, оказалось их дохренища, потянули, ну, на хорошую копейку, скажем так, поэтому наш этот заказ уже оказался в пролете. Еще одна небольшая неприятная новость. Машинка, на которой мы там все возим, бортовой наш бусик, старенькая, сломалась, отвалился глушитель. Витек сейчас его варит. И пропала задняя передача. Ну, поедем без задней передачи, будем толкать, если что. Вот в Могилев за 200 километров поедем. Ну, можно толкнуть, потому что надо вести леса, инструмент надо вести. Это все на бусе. И еще самая главная проблема. У Витька жена на 7-м месяце беременности, и вчера у нее подтвердился коронавирус. Уже 2-й раз за полгода. Прошлый раз у нее был в октябре. Витьку дали справку сидеть дома 2 недели, чтобы он никуда не выходил. Но он уже сидит, варит глушитель, поэтому нету времени на сидеть, бездействовать, нет возможности, надо работать. И вот такая ситуация. Вот в такой ситуации нам приходится сейчас вот выкручиваться, делать. Вот даже небольшая компания, малый бизнес, и вот столько вот всяких неприятностей непредвиденных. Приходится договориться с краном здесь, машиной там, жилье, аренды, там всего этого, какие-то материалы. И еще придется кран еще искать, надо в Могилеве, где разгрузить там. Согласование негабаритных грузов, разрешение. Ой, короче, вот это вот столько всего согласовать, со всеми подстроиться, время договориться. Ну вот, проблемы как бы. Ну, а что сделаешь? Приходится как-то крутиться, как-то выживать. Ну, а что сделаешь? Вот так и работаем. У нас перед самым выездом сломалась машина. Пропала задняя передача и отвалился глушитель. Вот глушитель сейчас Витек варит уже. Сгнила немножко машина, но ничего не сделаешь. На новую бизнес не позволяет заработать. Поэтому вот так варим сейчас машину и без задней передачи поедем. Повезем ларек за 200 километров от Минска. Еду заругаться. Я уже, сказал этому Коле, что там буду. Сегодня, не стать. В смысле, привезу. Просто вот жду, отправил деньги. Жду, пока дойдут, и тогда я снова отгружусь. Ну. Вот, видишь как. Ситуация такая. Геннадий понабирал заказов, понабирал денег. Деньги потратил на твои нужды личные, а теперь сидит и думает, как отгрузить людям заказы. Теперь сними меня, я тебе расскажу. А рассказчик, так, а вот эту хуйню ты, включи тоже. А рассказчик, который сейчас рассказывает, разместил заказы, хуй платит деньги, и потом может мне кинуть, вот точно так же, и откажется от заказов. А Геннадий, добрая душа, взял заказы без оплаты, разместил. И теперь, говорит, давай предоплату, хотя бы за заказа. А он отказывается. Правильно он делает? Да, а я предоплату не даю. Потому что он мне чуть не догрузил старые заказы, за которые я заплатил уже деньги. И все. А на новые я ему не плачу, потому что сегодня день налогов. А деньги пойдут не на заказы, а на налоги. А это не твое дело, ты, во-первых, куда девать деньги. Просто и все. И в итоге пойдут на налоги деньги и останутся все без заказов. Поэтому я выживал паузу и специально не плачу, чтобы подождать. Пусть он разберется с налогами. Не получится. Я могу кинуть все равно платежкой, и они пойдут в картотеку, и деньги за нас пишутся. Ну ты же сам знаешь. Ну я знаю, да. Поэтому я жду, поэтому я жду. Бамбук, поэтому ждем. Вот такие срочные заказы, вот так вот, видишь, подводим, да? Так меня подвели, ну. Вчера обещал, Да. Тебя подвели, все хорошо. Я тебе заплатил 2 недели назад за деньги за брус. 2 недели назад заплатил. Брус только приехал вчера и то часть. Все. А где остальное? Курим. Нету денег. Что ты? Курим, все. Где деньги делать, Ена? Что делать будем? Ситуация такая. У Ены помимо моего заказа еще другие заказы. Люди заплатили предоплаты, ему сделали. Оборотных денег не хватает.
И все стоит, и ему люди пудрят, вот, звонят уже, где заказ, он ему обещает вот через час, через час, через час. А денег забрать заказ-то нету. А надо оплатить все. А надо платить все. Мудрик не заплатил вообще ничего. Завод- Новые заказы, ничего. Завод без 100% предоплаты не отгружает. Только пускай Там без живет. денег в работу мы все. И вот все и, Без денег в работу и стало. Грузить не сможешь. 50% оплати, пойдет в работу, но забрать не сможешь на полностью. Вот так вот и крутимся, блин. Ну вот. Все. Пойдем на выходные без денег и без металла. Так, ну что, приехала машина, экран. Сейчас будем грузить павильон, уже павильон недоделанный, как я и говорил. Кран уже расщеплился, готов. Машина стоит за забором. Будем павильон перекидывать на ту сторону. Еще одна проблема, начинается дождь. Град идет, короче. Ну что сделаешь? Будем работать вот под дождем. Там вон площадка. Пошли помогать. Вот здесь площадка, вот сюда будем кидать и отсюда поднимать, вот так переставлять. Это вы уже увидите в нашем следующем видео.